5 блюд заготовок сразу поесть и на потом из одной курицы. Покажу, как разбирать курицу на запчасти. Это выгодно по деньгам и экономит ваше время. Когда у вас лежит 5 блюд в холодильнике, вы их в любой момент можете использовать, потратив всего лишь полчаса времени на 5 блюд. Погнали, делаем. Обычная магазинная курица весом 1,5 килограмма. То есть это не из больших, не из бизонов. Вначале промоем ее под чистой водой, это важно, после магазина. Подточим ножик и профессионально ее разберем. Профессионально точить я вас научил, есть видео у меня на канале. Зайдите, посмотрите, сейчас появится тут. Идите ко мне ближе смотреть, приближаем камеру. Начинаем разбирать, вырезав куриное филе. Вот здесь киль, ребята, и ножом вот так проводим. Ну, тут такая косточка есть, ее можно раз так чик сломать, килевая кость. И по косточке, по килю вот так прям ведем. Эту кость мы сломали. И вот так аккуратненько разбираем. Видите, раз, выломал. Это мы выломали крыло. Еще говорят, половина курочки. И вторая сейчас будет. На костях осталось мясо. Мы сделаем бульончик, и потом вилкой будет легко снять его. Вот тоже кость, ребята, по кости. Раз, легко режется. Если где-то какие-то усилия, значит что-то делаете не так. Обычно все по кости вот прорезается. Наш суповой набор, вот он. Бросаем его к нашим потрохам. Вот этот жирок пойдет весь. Тут у нас что получился? Окорочок и филе с крылом. Крыло предлагаю вот так вот аккуратненько вырезать. Филе, окорочок, крыло. Так же самое разбираем здесь. И все, ребята. Вот они, два наши филе, два окорочка, крылья. Теперь начинаем с этим работать. У нас уже одно блюдо здесь есть. Это мы уже можем помыть и поставить на плиту. Все, до чистой воды 2-3 раза промыли. И делаем бульон по-хитрому. Водой с чайника заливаем. Буквально на 3-4 минуты. Это для того, чтобы бульон был чистенький и не мутный. Сейчас мы эту воду сливаем, наливаем холодную воду и начинаем варить бульон. Что делать с филе, окорочками и крыльями, показываю дальше. Погнали, будет интересно. Как вынуть эту кость из ноги. Проходимся по кругу вот так. Перерезаем все сухожилия, упираемся ножом в кость, ребята. Теперь очень легко ломаем вот эту кость здесь. Раз, сломали ее. Раз, все, она выскочила. И это бросаем в наш суп. Так же самое эту кость. Вот так вот под низом раз. И мы выбрали чистое мясо. Также поступаем здесь. Это мы сделаем красивое блюдо на запекание. Это мы сделаем фрикасе, с этого сделаем фарш на котлеты и тефтельки. Фрикасе это в сливочном соусе курица. Толстую часть вот так раскроем и нарезаем полосочками. Кто-то любит еще тоньше, мне нравятся такие. Наша курица на фрикасе, наша курица на фарш. Сейчас мы ее порежем вот так. Окорочка будет сочный фарш, ребята. Я сделаю такие надрезы. Прям со шкурой. Шкура у нас будет вверху. Мы будем давать корочку, когда будем запекать. Мы режим гриль поставим и вот так вот сделаем сейчас. Сейчас это мы замаринуем. А с этого сделаем фарш. В фарш я добавлю картошку и кусочек лука. И все сразу замаринуем. Это замаринуем с карри. Классика жанра. Наше фрикасе сделаем в итальянском стиле, прованские травы. А в фарш добавим хмели сунели, которые сделали сами. Универсальная приправа для всего. Все посолим. Есть морская соль. И поперчим. Черный перец. Я люблю в фарш ложить еще имбирь. Небольшой кусок, примерно как размер чеснока. Фарш сделаем не в мясорубке, а в блендере я люблю делать. Картошечка, чтобы фарша было больше. И забрасываем мясо. Тут мы уже посолили, поперчили, все тут есть. Сразу же можно одно яйцо, одно яичко. Проверил наш бульончик, смотрите какой он. Слеза, как я и говорил. Я бросил сельдерей, кусок имбиря тоже, лук. Так, перебиваем. Перекладываем его в мисочку. Резиновой лопаткой очень удобно доставать. Все стеночки можно вычистить. Блендер подвел, но мы не расстраиваемся. В фарш я люблю добавлять овсянку. Овсянка обогатит фарш клетчаткой, сделая его
лучше усваиваемым для нашего кишечника. Теперь мы разделим этот фарш напополам, сделаем фрикадельки для супа и сделаем котлетки для Любочки. Льняные семечки, кукурузный крахмал, он даст приятный хруст, как в Макдональдсе у панировочки. Кукурузная мука и немножко соли, ребят. Все, перемешали, это наша панировка для котлет. Фарш немножко жидкий, смотрите, как сделать его гуще. Его надо вбить. Вот такие движения, ребята, чум такие, пух, они делают фарш гуще. Теперь делаем котлетки. Мочим руки, ребята, в воде. И мокрыми руками берем мокрую руку вот такими движениями поварскими. Раз, одна фрикаделька. Вот такие, раз, другая фрикаделька. И прям такими замороженными их будем жарить. Наши фрикадельки. И теперь делаем котлетки. Так же само. Мокрыми руками берем уже побольше. Выбираем нужный нам размер котлетки. Ну вот, допустим. И ложим в панировочку. Раз. Видите, как наша панировочка классная, крахмальная. И благодаря пленочке легко все отклеится. Наши 3 котлетки. Вот мы втроем, папе, маме и Любе. И фрикадельки. Каждому по 2-3 фрикадельки. Круто-круто. Это хватит на 2 приема пищи. Отправляем в заморозку. На ночь или на часов 5, чтобы хорошо замерзло. Прошло 5 часов, все замерзло. И прям можно замороженным кидать на сковородку и жарить. Так, мы сделали 3 заготовки. Бульон у нас варится, котлеты и фрикадельки. Сделаем еще заготовку. Вот она лежит. Когда делаешь несколько блюд сразу, намного удобнее. Придется мыть одну миску не от одного блюда, а от нескольких. Вот наше замаринованное фрикасе. Выкладываем на пленку и смотрите, лайфхак какой. Мы его замораживаем не комочком, как в пакетике, а вот таким методом, чтобы он был плоский. Так потом он быстрее разморозится. Отправляю в заморозку. И теперь самое топовое блюдо на ужин. Запеченное куриное филе с помидорами и сыром и 2 крылышками, каждому по крылышку. На картофеле. В блюде и гарнир, и основа. Прям со шкурой. Я ее помыл, но не толсто. Вот так вот. Давайте тут прям посолим. Я обожаю специю сухой укроп с картошкой. Просто песня. Чтоб картошка не склеилась, польем немножко маслом ее. Чтобы она не склеилась у нас при запекании. Перемешиваем. Ой, уже вкусно. Молодая картошечка, да с укропом. Делаем лодочку из пергаментной бумаги, ребята. Смотрите. Оторвали лист большой. В середину маленький. И как конфетку вот так собираем вместе. А тут как конфетку. Красиво замотали. Здесь замотали. И вот она, наша лодочка. Зачем мы эту лодочку делаем? Чтобы весь сок, вытекая с курицы, остался в нашем блюде, и оно было более сочное, и картошка пропиталась этим соком. Все, картошку укладываем на дно. Все, картошку уложили на дно. Помидор. Есть. Красивая филешка идет в середину. В филешку мы вставляем помидоры. Они пустят сок во время приготовления. Запекутся. Сверху мы потом еще положим сыр, как чешуя у динозавра на спине. Так, видите, положили. Оно запечется, все провалится, а сверху еще кусок сыра. И укладываем наши крылья вот так красиво по краям. Будем запекать в закрытом виде, а потом уберем и сыр положим и дадим корочку. Но сначала в закрытом, чтобы соки остались. Курица, запеченная на плато из картофеля с помидорами и сыром, это 5-е блюдо. А теперь давайте подытожим. Из одной курицы мы за полчаса сделали 5 блюд. Посмотрите какие. Это бульон, как слеза будет. Это курица, замаринованная на фрикасе. Это 3 котлетки. Это фрикадельки. И это вот такое гениальное филе с 2 крыльями на плато из картофеля, которое мы поставим запекаться в духовку. Мы за один день все это не съедим. Сегодня мы съедим супчик. Вечером, возможно, я приготовлю это. Я прямо сейчас поставлю в холодильник, не буду замораживать. Котлеты и фрикадельки я замораживаю, фрикасе я тоже замораживаю. Все, это у нас будет на потом. 3 блюда на потом, 2 съедим сегодня. То есть я с одной курицы сделал на 2-3 дня нам
классные мясные ужины. Подписывайтесь на канал, будет больше классных рецептов, а также залетайте в телеграм-канал к нам. Ссылка на телеграм-канал в первом комментарии и в описании видео. Там же вы найдете рецепт полностью, как я все делал, в описании видео. В телеграм-канале мы беседуем, обсуждаем, там наша тусовка свидетелей правильного питания, рационального использования еды. Интересно, жду тебя в телеграм-канале, залетай к нам в тусовочку. Всем пока-пока, вы лучшие, Зеленый шеф с вами.